Run. Давайте рассмотрим вопрос, связанный с вредителями томата и меры борьбы с ними. Дело в том, что вредителей томата около 20 основных, наиболее актуальных. Но я бы хотел сегодня остановиться на тех, которые меня вот почему-то больше всего волнуют. Это белокрылки, табачные и тепличные белокрылки. Если хватит времени, то немного о томатной минирующей моли и о трипсах поговорим на томате. Итак, значит, посмотрим следующий слайд, который показывает, что в теплице, особенно в южных регионах, очень важно, чтобы фрамуги были закрыты, если здесь идет речь не о теплицах ультраклима. А если же и теплица ультраклима, то естественно, что там фрамуг очень мало, и воздух поступает в теплицы, уже пройдя воздухоподготовку и поступая по рукавам к растениям. Там вероятности попадания вредителей через такую систему очень мало. Значит, поэтому в теплицах надо сделать по возможности так, чтобы были на фрамугах энтомологические сетки, которые предотвращают залет вредителей в теплицу. Я просто хотел продемонстрировать вам такую вот информацию, сказать о том, что в зависимости от того, где находится тепличный комбинат, всегда можно заранее предсказать, какие вредители в нем могут появиться. Например, вот из моего опыта было видно, если рядом с тепличным комбинатом находится автотрасса, то вероятность того, что на этом тепличном комбинате вскоре появится карантинный какой-нибудь объект, например, томатная минирующая моль или западный цветочный трипс, очень велика. Как правило, если от тепличного комбината дорога находится на расстоянии до 1 километра, то вероятность этого большая. Я несколько таких комбинатов знаю. Второй пример, который очень наглядный был в этом году, был связан с появлением болезней и вредителей на тепличных комбинатах, которые располагаются рядом с садами. Большие массивы садов, которые сейчас тоже стали интенсивно развиваться у нас, они дают свой фитопатологический фон для тепличных комбинатов. На одном тепличном комбинате развилось очень большом количестве фитоплазмоз, связанный с тем, что из сада прилетали цикадки и, питаясь на растениях томата, вызывали очень такое неприятное заболевание, напоминающее столбур, вирус и так далее. Но в любом случае это было фитоплазменное заболевание, которым мы пока еще не идентифицировали, но с ним работали в свое время. Кроме того, вот в этом году уже появилась такая интересная вещь, что на огурце, правда, появилась парша яблони. Рядом находятся, опять же, сады, и возбудитель парши яблони попал на огурец и вызвал поражение огурца. Значит, наличие вокруг тепличных комбинатов тех или иных сельскохозяйственных каких-то предприятий, транспортных магистралей накладывает свой отпечаток, и поэтому наличие энтомологических сеток позволяет хоть каким-то образом сдерживать проникновение вредителей в теплицы. Следующий слайд хотел бы вам показать, это как раз то, что касается тепличной табачной белокрылки. Вы видите, что здесь вот сверху показаны фотографии имага, самка и самец тепличной белокрылки, личинки всех возрастов, яйцекладки. Видно, что тепличная белокрылка откладывает яйца почти белого цвета, чуть-чуть зеленоватого, может быть. По мере созревания яйца становятся темными, почти черными, после чего развиваются личинки 4 возрастов. Причем, если, знаете, даже иногда я, да не то что часто ошибался, называя последний 4-й возраст личинок белокрылки нимфами. На самом деле никаких нимф у белокрылок не может быть по определению, и пупарии иногда называют, это последняя стадия, тоже неправильно. На самом деле это не пупарии и не нимфы, это личинки 4-го возраста или псевдопупарии на самой последней стадии
развития белокрылки. Нам бы об этом немножко позже поговорим. Внизу на слайде вы видите нарисованы, в общем-то, есть фотографии табачной белокрылки. Почему этот вредитель в последнее время меня стал волновать? Дело в том, что года 2-3 назад стали поступать ко мне фотографии растений томата, зараженных желтой курчавостью листьев, вирус QI, так называемый. Он переносится в основном табачной белокрылкой. И, соответственно, появление этого вируса сигнализирует о том, что в теплицах стал появляться этот вредитель. Вот. Мы немножко позже рассмотрим этот вопрос. Этот вопрос стал актуален не только для юга. В настоящее время табачная белокрылка стала встречаться в тепличных комбинатах центра России. Итак, посмотрим, значит, какие возрастные стадии, как представлена популяция тепличной белокрылки. Ну и табачной белокрылки аналогично. Значит, имага, самцы-самки спариваются, после чего образуются яйцекладки, о которых я только что вам говорил. И из них через некоторое время, в зависимости от температуры, появляется личинка первого возраста. Она подвижна примерно на протяжении 12 часов. Она ищет место на растении и, найдя подходящее место, прикрепляется и начинает питаться. Потом появляется личинка второго, третьего возраста. Они плоские, прозрачные, хочу обратить внимание, плоские, прозрачные, покрыты слабым слоем воска, на них есть восковые нити. Достигнув стадии четвертого возраста, личинка четвертого возраста начинает утолщаться, у нее появляется заметный объем, она становится как сундучок такой. Нити, получается, на верхней стороне, на дорзальной стороне личинки большие, длинные. И незадолго до того, как начинается линька и образуется имага белокрылки, иногда, особенно в условиях контрастных температур, можно увидеть разделение между так называемым первичным телом белокрылки и периферийным. И видно, что здесь даже по цвету они могут выделяться. И вот это первичное тело потом превращается уже во взрослую белокрылку с крыльями. И через Т-образный разрыв имага выходит, расправляет крылья и через некоторое время начинает покрывать себя воском, крылья приобретают необходимую величину, размер, и после чего белокрылка способна уже перелетать, питаться и так далее. Здесь бы я хотел обратить внимание вот еще на особенность настроения личинки белокрылки. Здесь, самый крайний правый рисунок, видно, что дыхальца, они располагаются в грудном отделе. Их 3 пары дыхалиц, и 2 пары дыхалиц находятся в брюшном отделе. Рядом с ними находятся борозды, благодаря которым, этим бороздам, воздух может поступать к этим дыхальцам. И главное, хотел обратить внимание, что дыхальца все у личинки белокрылки находятся с вентральной, с брюшной стороны, с нижней стороны тела насекомого. То есть на поверхности, на верхней стороне, на дорзальной, которая обращена, собственно говоря, нам, которую мы видим, там дыхалиц нет. Значит, получается, что если создаются условия, при которых можно было бы перекрыть доступ к дыхальцам, скажем, большое количество воды, поверхностно-активные вещества, они могут закрыть доступ воздуха к личинке белокрылки, то в этом случае, конечно, она чувствует дискомфорт и может даже погибнуть. Но об этом я хотел бы немножко рассказать чуть позже. Давайте сначала мы посмотрим на биологические особенности самой белокрылки тепличной, посмотрим длительность развития, какая характерна для тех или иных стадий развития белокрылки. Посмотрите, значит, мы видим, стадия яйца, в зависимости от температуры, меняется существенно. При 20 градусах почти 10 суток развивается, при температуре 30 градусов четверо суток развивается. И, соответственно, каждый личиночный возраст, видите, тоже также имеет свою продолжительность. И, соответственно, чем выше температура, тем время развития меньше. В результате при температуре 30 градусов время развития все равно от откладки яйца до выхода взрослой
особи проходит 26 суток. При температуре 22 градуса 28 суток. Это довольно-таки длительный период развития. Посмотрите на то, насколько развивается в зависимости от вида кормового растения. Мы видим, что из овощных культур наиболее благоприятен для тепличной белокрылки баклажан. Выживаемость высокая, продолжительность жизни самок 74 суток, очень много, больше 2 месяцев может развиваться, может жить самка. И, наконец, плодовитость, видите, очень высокая, больше 350 яиц на самку. Соответственно, огурец, который мы считаем тоже очень благоприятной культурой, на нем в 2 с лишним раза меньше идет развитие тепличной белокрылки, томат еще менее благоприятен. Одно здесь недостаток этой таблицы заключается в том, что мы не знаем, о каких гибридах перца, баклажана, огурца и томата идет речь. Дело в том, что некоторые гибриды, приобретая те или иные свойства благодаря селекционерам, становятся более благоприятны для развития вредителей. В частности, если раньше, лет 30 назад, томат был практически мало благоприятен для тепличной белокрылки, рядом с томатом можно было посадить огурец, и на томат белокрылка не переходила, потому что для нее огурца было достаточно вполне. Но сейчас томатные растения стали более благоприятны для белокрылки, и она иногда развивается на томате даже более интенсивно, чем на огурце. Поэтому это просто демонстрация того, что в принципе возможна такая ситуация, когда томаты оказываются не очень благоприятным растением для белокрылки. Давайте посмотрим, в чем же заключается благоприятность и неблагоприятность того или иного растения для вредителя. С чем она может быть связана? Ну, некоторые подумают, что какие-то питательные вещества, содержащиеся в этом растении, являются ядовитыми, отравляющими для вредителя. В какой-то степени да. Мы знаем, что на томате много желеистых волосков, которые оказывают негативное влияние на насекомых. Но роль их не очень в данном случае в отношении табачной белокрылки, тепличной белокрылки, наверное, не так велика. Мне представляется, что главным является то, насколько доступны питательные вещества для вредителя и насколько они для него питательны. Вот давайте посмотрим, где питается белокрылка, чем она питается. Значит, получается, что личинка белокрылки первого возраста, она на растении 12 часов двигается в поисках чего-то, которое сформулировано в литературе как подходящее место для питания. Давайте подумаем, в чем заключается подходящесть этого места для питания. Она могла бы в любом месте, с нашей точки зрения, остановиться и питаться, если бы она питалась всем подряд. Но на самом деле, если мы сравним и вспомним, как выглядит трипс, паутинный клещ, тля и белокрылка, это все сосущие насекомые, то мы увидим, что брюшко паутинного клеща всегда заполнено, питающийся паутинный клещ всегда заполнено хлорофильными зернами, то есть хлоропластами. Значит, получается, что паутинный клещ питается содержимым клеток мезофила и вызывает поэтому серебристость, потому что эти клетки погибают, заполняются воздухом, и получается точка серебристая. Подряд несколько погибших клеток, некротизированных, превращаются в более заметное белое пятно на листе. Аналогично поступает примерно и трипс. Он тоже питается клетками мезофила, и в брюшке всегда мы увидим у него хлорофильные зерна. То же самое касается и тлей. Некоторых мы видим, что и тля есть зеленым брюшком или каким-то другим по цвету брюшком. Если посмотреть, зеленое брюшко тоже заполнено, соответственно, пищеварительная система хлоропластами, но у некоторых тлей бывает хлоропластов нету, и поэтому цвет брюшка другой. У белокрылки вы никогда не увидите зеленого брюшка. Значит, получается, что белокрылка не питается клетками мезофила, и поэтому хлоропласты не попадают в пищеварительную систему. Чем же она питается? Значит, получается, что свой хоботок белокрылка
Давайте вот мы посмотрим сейчас вот на это. Вы видите, тоненький хоботок, который располагается с правой стороны, ну, на фото справа, тоненький хоботок проникает в промежуток между клетками мезофила, и белокрылка питается, скорее всего, в основном это межклеточной жидкостью, которая располагается в межклетниках. Там содержатся в основном сахара. Но для нормального развития насекомого одних сахаров недостаточно. И поэтому, если она не может или не хочет питаться клетками мезофила, то она, соответственно, хоботок свой направляет в сторону флоэмы. Элементы флоэмы, как вы знаете, состоят из нескольких групп клеток. Самая поверхностная группа клеток – это клетки-спутники. Это энергетические станции для клеток флоэмы. Там находится большое количество ферментов, там активно работающие ядра, там проходит весь процесс, необходимый для передвижения, там формируется весь тот энергетический запас, который необходим для движения ассимилятов по флоэме. И вот поэтому, питаясь соком клеток спутников, которые окружают клетки флоэмы, собственно говоря, белокрылка получает все, что ей необходимо. То есть она получает и аминокислоты, и органические кислоты, и сахара, и все остальное. Значит, поэтому получается, в клетках спутниках нет хлоропластов, и поэтому, соответственно, и в брюшке, в пищеварительной системе тепличной белокрылки, табачной белокрылки мы не увидим хлоропластов. Вот такой вывод можно сделать, если посмотреть на содержимое кишечника насекомого. И поэтому получается, что тепличная белокрылка и табачная белокрылка питаются в клетках-спутниках и в межклетниках. Так вот, получается, что если вернуться к предыдущему слайду, то можно посмотреть, почему же все-таки баклажан более благоприятное растение, чем томат, огурец и остальные растения, которые здесь показаны в таблице. Все дело в том, насколько доступны питательные вещества. Я об этом вам говорил. Все растения делятся на две группы по транспорту питательных веществ. Есть апопластные растения и симпластные. Апопластные растения – это те растения, у которых в основном питательные вещества, то есть ассимиляты, двигаются по межклетникам. А симпластные растения – это растения, у которых питательные вещества двигаются по клеткам, транспортируются из одной клетки в другую. А в межклетники поступает небольшое количество питательных веществ. И вот получается, что если белокрылка, питающаяся в межклетниках, естественно, что ей нужны растения апопластные. И те растения, в межклетниках, которых больше питательных веществ, те более благоприятны. Те, которые меньше питательных веществ, менее благоприятны. И второй показатель – это расстояние от поверхности листа до клеток спутников. Чем оно меньше, тем, соответственно, выгоднее, легче белокрылке достать этих своих, так сказать, и питательных вещества. Если чем больше расстояние, тем хуже питание в тепличной белокрылке или табачной белокрылке. И вот посмотрите, какая интересная особенность. Мы знаем растения, обращаем на него давно внимание, знаем белокрылку. Но вот удивляет, почему белокрылка не садится, скажем, на плоды. Потому что там прочная, довольно-таки эпидермальная поверхность, прочные клетки. И не может личинка белокрылки и имаго белокрылки питаться на плодах. Скорее всего, я, кстати, не обратил внимания, что в литературе об этом не пишут, скорее всего, личинка при питании хоботок вставляет не просто через клетку эпидермиса, а скорее всего пользуется естественным отверстием, которое есть на нижней стороне листа, это устьицем. Скорее всего, хоботок вставляет личинка в устьице и сразу попадает в клетки в межклетники, и спокойно хоботок двигается по межклетникам. Если бы она использовала хоботок и протыкала бы клетки эпидермиса, то обязательно клетки бы эти погибли, и тогда мы видели бы серебристость. Но среди симптомов, которые свойственны тепличной белокрылке или табачной белокрылке,
никакой серебристости листьев мы не видим. Значит, получается, что она не повреждает клетки эпидермиса и действительно, скорее всего, пользуется именно устицами. Еще одна интересная особенность, если посмотреть, личинка белокрылки садится и закрывает определенную поверхность листа. Как вы думаете, какая поверхность листа и более благоприятна? Та, на которой много устиц, или та, на которой мало устиц? Конечно, та, на которой много устиц. Почему? Потому что плотное тело прилегает к поверхности листа, и устицы, которые находятся под телом, они являются, собственно говоря, вентиляторами для белокрылки. В любом случае, если вокруг в солнечный день, вокруг тела личинки белокрылки появится жидкость, которая предотвратит поступление воздуха под белокрылку, под личинку белокрылки, то кислород, выходящий из устиц, будет давать возможность личинке дышать. И она спокойно может переждать определенный период времени, пока не высохнет жидкость и опять не начнется нормальное поступление воздуха к дыхальцам. Вот такая интересная особенность получается. Значит, соответственно, место, которое ищет для себя личинка, это место, где наибольшее количество, наибольшая плотность устиц на поверхности листа. Именно это место благоприятно. И еще оно должно быть недалеко находиться от небольших боковых сосудов, которые идут в листе. Значит, недалеко от сосудов, недалеко от мелких жилок. И главное, чтобы была высокая плотность устиц. В этом случае это место будет благоприятно для белокрылки. Посмотрим дальше. Давайте посмотрим видео. Немножко отвлечемся. Мы сможем посмотреть видео? Это какое из двух видео? Его не видно у вас? Видно. Тут абсолюта или другое? Давайте посмотрим по белокрылке. Вот оно здесь в презентации вставлено. Можно посмотреть его? Да, я включаю. Оно? Давай. Посмотрите, значит, здесь речь идет о биотипе B, наиболее опасном для нас. Здесь вот вы видите табачную белокрылку, которая развивается, в основном поступает к нам на плансете. Можно звук выключить видео, чтобы не мешал? Пожалуйста, если звук мешает, выключите сами потом. Вы не сможете там выключить звук? Что-то я забыл, что звук. Нет, каждый пользователь сам себе может выключить. Может сам себе. Ну тогда он отключит и меня только, тогда получается, да? Ну что, продолжим. Посмотрим. Вот главное, мне бы хотелось показать, как выглядит движение личинки белокрылки. Оказывается, личинка белокрылки 2-3 возраста может двигаться по растению. В момент линьки происходит отрыв верхней стороны личинки, хитинового покрова личинки. Он отслаивается, и в это время мягкая личинка может сдвинуться с того места, на котором она сидела, перейти на другое место, причем довольно-таки далеко, может уйти на несколько миллиметров, двигаясь как амеба практически, не используя ноги. Она перемещается, садится на новое место и может на этом новом месте снова начать питаться. Я в литературе этого не встречал, но вот оказывается, по факту мне удалось видео снять фрагменты этого движения. И поверьте мне, действительно, личинка белокрылки способна передвигаться со своего места и находить более подходящее место. Так, теперь по распределению белокрылки в
в теплице. Эти биологические особенности, конечно, очень важны, они интересны. Для чего, в принципе, белокрылка так приспосабливается? Скорее всего, это связано с тем, что присасываясь к поверхности листа и пряча дыхальце под брюшко, она специально это делает для того, чтобы защитить себя от проникновения патогенов. Фактически это могут быть энтомопатогенные нематоды, которые проникают в насекомое через естественные отверстия, через дыхальце, через рот или через анус. Так как у белокрылки анальное отверстие находится на дорзальной стороне, то есть на спине, и туда нематода не проникнет, хоботок находится внутри листа, соответственно, через ротовое отверстие нематода тоже не может проникнуть. Единственное, остается это дыхальце. Так вот, личинка, прижимаясь к листу, она закрывает свои дыхальце и не дает возможности энтомопатогенным нематодам проникнуть. Ну, как можно сделать так, чтобы нематода все-таки могла пролезть в личинку белокрылки? Представьте себе ночное время, суток, ночь. В это время устица закрыты, и личинка не получает кислорода через устица. И если лист мокрый, то, соответственно, закрывает дыхальце, и личинка не может нормально дышать. Единственный выход ей в данном случае – это набрать больше жидкости, сока растительного, изменить форму своего тела так, чтобы тело приподнялось по краям. В этом случае возникает щель, через которую может энтомопатогенная нематода или энтомопатогенные грибы прорасти под личинку белокрылки. И тогда там под ней возникает более благоприятные условия для развития и нематоды, и энтомопатогенных грибов. Тогда-то они могут атаковать уже белокрылку и вызвать ее гибель. Это вот одна из таких особенностей, которая может быть использована для борьбы с этим вредителем. Значит, в ночное время суток, по возможности как можно дольше, чтобы оставался темновой период, и влажный лист. В этих условиях энтомопатогены могут проникнуть под личинку белокрылки и поразить ее. Оскар Камбарович, видео да. Я нашел в вашей презентации, я их скачал. Можем показать оба видео, которые в презентации были, если надо. Давайте попробуем. Есть там вот движение белокрылки. Небольшой ролик. Не томатный минирующий моль, а... Да, вот этот ролик. Покажите, пожалуйста. Вот посмотрите. Это вот пространство, которое вы видите, это здесь была личинка находилась. Она сместилась, видите? Двигает брюшком, и она переместилась вот прям при мне, у меня на глазах, и не успела просто снять, как она на 90 градусов развернулась и пошла. Сейчас мы видим работу под ней восковых бугорков, которые выделяют воск и прикрепляют личинку к поверхности листа. Если внимательно посмотреть на скопление белокрылок, то таких вот пустых, вот таких вот оснований белокрылок можно найти некоторое количество всегда. Да, вот такая интересная картина возникает. Спасибо. Теперь посмотрим, как распределяется белокрылка, где ее искать. В теплице белокрылка встречается в основном в зависимости от того, через какой щель, через какое отверстие она проникла в теплице. Если она сохранилась внутри, то внутри теплицы образуются очаги, отдельные, небольшие, охватывающие несколько растений. Это могут остаться сорняки или сохранились плоды зеленые, неубранные, на которых имага белокрылки сумела некоторое время питаться и жить. Как только появились свежие молодые растения, то они перелетают и образуются маленькие очаги. Второе место, наиболее часто встречающееся, это около входной двери. Коридор, который соединяет теплицы, по нему обычно могут летать вредители, и поэтому чаще всего первые очаги возникают около входной двери и вдоль центральной дорожки, потому что здесь поток воздуха позволяет белокрылке разлетаться по теплице. И, наконец, если не целое стекло, а остекление не очень хорошее, то тогда по периферии могут возникать очаги. И поэтому, зная эту особенность распределения белокрылки в теплице,
надо соответствующим образом реагировать и выпускать средства защиты растений, если вы применяете биологические средства, в зависимости от того, где наибольшая плотность белокрылки. Всегда она в этих местах, окрашенных темно, в красные тона интенсивно, здесь плотность больше, поэтому сюда выпускается большее количество энтомофагов, а в центр массива, где численность ее наименьшая, выпускается значительно меньше энтомофагов. Давайте посмотрим дальше. Вот видео мы сможем посмотреть табачные белокрылки или там нет у вас отдельно? Тогда становимся вот на... Нет, давайте посмотрим. Это вот это как раз может быть, которое было... Да. Которое мы уже смотрели. Отключите его в видео, чтобы он не мешал. Я хотел сказать, что биотип B вот наиболее опасный для нас, потому что именно этот биотип способен жить на большом количестве растений. Ну ладно, ничего. Это пуансетия и гибискуса в основном являются источниками табачной белокрылки. Развивается в довольно большой плотности, способен образовывать этот вредитель на листьях, тысячи особей, царский гриб, медвяная роса. Все это, конечно, вызывает снижение товарности плодов, загрязняет растения, уменьшает урожайность и так далее. Она очень похожа на тепличную белокрылку. Форма тела немножко другая, желтая. Тепличная белокрылка почти белая. Это самец. Яйца, которые откладываются, тоже немножко отличаются по цвету от тепличной белокрылки, они желтоватые. А личинка первого возраста очень похожа на личинку первого возраста тепличной белокрылки. Вот видите, одна личинка уже села, нашла себе место подходящее, а вторая находится в поиске. Вот примерно часов 12 она может двигаться. В это время на эту личинку могут действовать препараты типа ТПК и Пленум наиболее эффективно. Пока есть подвижные ноги, до тех пор эти препараты активно работают. Как только личинка втянула ноги и стала питаться, уже эффективность этих препаратов резко снижается. Вот рядом с жилкой место наиболее подходящее. Здесь плотность незначительно выше, и поэтому это наиболее благоприятные места. Вот так садится. Все, уже началось питание. Личинки второго-третьего возраста увеличиваются в размерах, конечно, но не утолщаются. Вот только личинка четвертого возраста становится объемная, желтоватого цвета, хорошо заметна. Вот в центре здесь это как раз первичное тело белокрылки, периферия видна. И характерный признак морфологический – это строение анального комплекса, где есть крышечка, язычок, отличающий ее от тепличной белокрылки. Вот болезнь, которую она переносит, это вирус желтой курчавости листьев томата. Опасное заболевание, при котором практически не образуется плодов. Если работать препаратом Пленум, то вы видите, справа это погибшая личинка, а слева живая личинка. Пленум как раз вызывает гибель личинок первого возраста в основном. И имага, у которых тоже есть ноги. Препараты, вызывающие типа аплауда, они не дают нормально развиваться личинке, она при линьке погибает. Ну, желтые клевые ловушки, вы сами знаете прекрасно, работают как насос, особенно когда они свежие, но необходимо обязательно двигать растения. Для биологической борьбы используется амблисиус мирского, амблисиус в меньшей степени мандаренитис, в большей степени лимоника. Используются хищные клопы, макролопус и нисидиокорис, но нисидиокорис в наших условиях не рекомендуется использовать, потому что он вызывает повреждения
растения очень серьезные, поэтому мы сторонники того, чтобы применяли только макролофоса, этого красивого, симпатичного клопа, который питается всеми возрастами белокрылок и в небольшой степени питается соком растений, не вызывая больших повреждений. Паразит, внутренний паразитоид, точнее личинок белокрылки, это Эритмоцерус, откладывает яйцо под личинку, отрождающаяся потом личинка паразитоида проникает снизу внутрь личинки белокрылки и изнутри ее съедает. Потом вылетает новый маг. Грибы, вызывающие антропатогены, вызывающие гибель белокрылки. Как видите, здесь вот как раз я хотел показать, что не только сам гриб вызывает гибель насекомого, но запутавшись в мицелии, личинки первого возраста тоже погибают и не успевают развиться. Немножко сумбурно получилось вот с белокрылками, извините, конечно, тут технически я что-то не очень правильно подготовил, видно. Посмотрим биологические особенности табачной белокрылки. Видите, время развития, вы сможете потом это проанализировать подробнее. Но главное, что подходящим наиболее растением для табачной белокрылки является все-таки томат. И при температуре, вы видите, очень высокой даже может работать табачная белокрылка при температуре 35 градусов. Значение по плодовитости, выживаемости довольно-таки высокие. Значит, температура 30-35 градусов – это температура, при которых этот вредитель может существовать. Опасный, конечно, вредитель. Надо понимать, что в наших условиях он появляется, как правило, в тепличных комбинатах, которые располагаются рядом с торговыми комплексами. В торговых комплексах в этих идет продажа пуансетии и гибискуса. Больные поврежденные растения выбрасываются у нас, значит, в контейнере. Белокрылка в теплое время года разлетается сначала по сорнякам, потом разлетается и попадает в тепличный комбинат, если находится недалеко. И в результате тепличный комбинат потом страдает. Эти проблемы есть у нас, они известны. Надо, конечно, предотвращать такие вещи. Что используется для борьбы с белокрылками, с табачной, с тепличной белокрылкой? Ну, во-первых, это, конечно, хищные клещи. Это амблисея сибирского как основа борьбы с белокрылками. У них в Свирске выпускается, ну, скажем, компания Копер предлагает несколько форм как бы препаративных этого хищного клеща. Это пакетированная продукция, в разном количестве там находятся клещи, разные пакетики. Это рассыпной материал. Так что, в принципе, норма применения, мы сейчас посмотрим, какая для разных форм амблисейса свирского. Если используются пакетики, Свирский Майт Плюс, там находится примерно 250 хищных клещей. Из таблицы видите, что необходимо примерно по нашим меркам применять один пакетик на 5-7 растений профилактически в тот период, когда белокрылка не появилась, но есть опасность ее появления. Можно также пакетик вывешивать тогда, когда на растениях есть в небольшом количестве вредителей. В этом случае пакетик тоже неплохо работает. Но по имеющимся очагам лучше, конечно, применять рассыпной материал. Здесь норму расхода вы видите, в зависимости от того, что профилактически в небольшом количестве применяется, но в основном используется до 100 особей на квадратный метр, когда имеются уже очаги, ну, средней тяжести, будем так говорить. Кроме свирского используются и другие клещи, другие паразитоиды, это могут быть энкардий, эритмоцерус. Вы видите здесь нормы применения, можно все это дело посмотреть. Эритмоцерус, норма применения его. На карточках он выглядит желтого цвета, у него. И
ловушки, о которых я вам говорил, они, конечно, необходимы для борьбы с белокрылками. Это могут быть ленты, это листовые ловушки. Количество их обычно считалось традиционно минимум 200 квадратных метров клеевой поверхности на гектар. Максимально, я видел, тепличные комбинаты выпускали до 800 квадратных метров на гектар. В некоторых случаях они помогают очень хорошо справиться с отловом имага и останавливают развитие белокрылки в теплице. Ну, давайте мы на этом, наверное, закончим разговор о белокрылке, и осталось немножко времени для ответа на вопросы. Я готов ответить на них. Наверное, томатную моль мы в следующий раз остановимся. Оскар Камбаш. Да. Вопрос, насколько интересен физалис белокрылки? Не расслышал. Насколько интересен физалис для белокрылки? Ну, это постоянного растения. Я, честно говоря, хотя физалис выращивал, но никогда не видел большой численности белокрылки на нем. Не могу ничего сказать, не замечал. Вопрос. Назовите, пожалуйста, инсектициды для ликвидной обработки растений томата, если всего не присутствовали тута абсолюта, белокрылка, ржавый клей и дозы препаратов, а также эффективные химические инсектициды для борьбы. Значит, какие препараты использую, я так понимаю, да? Да. Значит, смотрите, для борьбы с личинками первого возраста и имага лучше все-таки использовать препараты типа Тепеки и Пленум. Они как раз работают против подвижных стадий белокрылки. Если речь идет уже об очагах плотных, старых, где белокрылки много, там приходится работать уже комплексом препаратов. В основном это препараты, содержащие регуляторы роста типа Аплауда и Адмирала, в смеси с инсектицидами более широкого спектра действия, такие как Конфидор, Актара, Маспилан. Эти препараты хоть в какой-то степени совместимы с некоторыми биологическими средствами. Но другие препараты, которые начинают использовать для борьбы с белокрылкой, конечно, есть ситуации, когда приходится ими пользоваться, но они уже, как правило, несовместимы с применением биологических средств. Все-таки я считаю, что для борьбы с белокрылкой главное – это использование своевременных биологических средств. И здесь важно обращать внимание на качество биологических средств и на правильность применения, тактику применения. Да. Следующий вопрос есть какой-то еще? Конечно. Задавайте вопросы. Ну, наверное, все тогда. Мы закончим. Время. Подождите. Вот Ирина спрашивает, помогают ли сульфораторы от белокрылки? Нет, потому что сульфураторы, их несколько конструкций, надо сказать. Я не работал с сульфураторами современными, которые раздувают серу по теплице на большое расстояние от центральной дорожки. С такими я не работал, но я в любом случае думаю, что сера как таковая, она обладает очень местным действием, и поэтому используется в основном только для борьбы с малоподвижными паутинными клещами, которые сидят на листе и никуда уже улететь не могут, и с мучнистой росой. Поэтому против белокрылки эффективность ее невысока. Если она есть, конечно, любая обработка, даже обработка водой может вызывать гибель насекомых, но я думаю, что все-таки эффективность не очень высокая. А биослип помогает? Что? Биослип. Не знаю. Я такой препарат не знаю, к сожалению. Вот еще спрашивают о вашем опыте по белокрылке. Биоинсектициды. Как они воздействуют? Ну вот я вам говорил про препараты, которые называются энтомопатогенными грибами. На их основе мы работали. У Копперта есть продукт по этому поводу. Мы несколько клеточных комбинатов использовали на протяжении 2-3 лет. Вы знаете, эффект хороший наблюдается там, где высокая влажность воздуха
довольно-таки длительное время. То есть эти препараты вообще в принципе работают при влажности воздуха, чтобы в течение суток было не меньше 90-95% относительной влажности, тогда эффект есть. Поэтому такие тепличные комбинаты, которые находятся рядом с водохранилищами или с большими реками, они имеют преимущество. В них эффективность этих биопрепаратов высокая. А если же препарат находится, как говорится, посреди степи, то там создать необходимую влажность воздуха очень трудно, и эффективность там будет не очень высока. Если только насмотреть период времени года, период сезонных дождей, скажем, зимний, осенний период, может быть, весенний период, когда много осадков, естественная влажность высокая, тогда создаются благоприятные условия и можно применять. Но, опять же, эти препараты хорошо работают, когда численность белокрылки уже высокая. При единичной численности они, конечно, будут неэффективны, просто потому что препараты эти работают при высокой численности белокрылки. Есть еще вопросы? Да, слышно меня? Да, вот просят еще назвать инсектициды для ликвидной обработки томата, если присутствовали уже тута абсолюта, белокрылка, ржавый клей. Ну вот тут еще один вопрос, касающийся Бовери бассиана, биослип, о котором вы говорили, на основе Бовери бассиана. Бовери бассиана вообще-то это почвенный гриб в основном. Он использовался всегда для борьбы с трипсом, для того, чтобы уничтожать нимф трипса в субстрате. Там эффективность была доказана. Неоднократно использовалась Бовери бассиана, попытки были использования ее для борьбы с тепличной белокрылкой. Но я хотел обратить внимание, что есть результаты, есть так называемые личиночные штаммы, есть имагинальные штаммы Бовери бассиана, но в любом случае, опять же, здесь важна препаративная форма, быть подготовлен очень правильно фирмой-производителем, и должны быть внешние условия, высокая влажность воздуха. В таких условиях биопрепараты будут работать хорошо. Эффективность на уровне 70-80%. А еще вот скажите, пожалуйста, сколько времени может прожить личинка белокрылки без питания? Сколько времени что может продолжиться? Прожить личинка белокрылки без питания. Я думаю, что речь идет примерно о сутках. Сутки, 24 часа, может быть, минут 3, часов 30, может быть. Имеется в виду подвижная личинка первого возраста. Может быть. Но я не очень даже в этом уверен. А вот личинка четвертого возраста, или, как называется, псевдопулпарий, он сам по себе живет дня 3-4, даже без питания. Питание никого не требуется. Уже в это время она не питается белокрылкой. Вот просят назвать, как именно называют биопрепарат. Уже ответили? Какие биопрепараты? Да, биопрепарат. Именно название. Это Микотал. Я в данном случае говорю о препарате Микотал, который у Копперта есть. Да, спасибо. Да. Извините, пожалуйста. Спасибо вам большое, Оскар Самбарович.